Сегодня у нас выпуск, где за красивыми лицами и громкими именами скрывается куда больше, чем кажется на первый взгляд. Афра Сарачоглу снова попала в объективы, на этот раз в Бибеке, рядом с Пайразом Йосмаоглу. Казалось бы, обычная прогулка, обычный вечер, обычная машина, но почему тогда она отвернулась от камер и не ответила ни на один вопрос? А в тот же период ее бывший возлюбленный Мерт Езыджаглу вдруг показывает романтический кадр уже с другой женщиной. Совпадение? Или слишком точный удар по прошлому? Дальше будет еще хлеще. Бурак Ощевид оказался в центре истории, где пахнет не просто новой ролью, а настоящей закулисной обидой. Угур Гюнеш покидает сериал, съемки переносят, а затем появляется имя Бурака. И после этого Угур публикует фразу, от которой у поклонников сразу возник один вопрос: его действительно просто не устроил контракт, или за кулисами произошло что-то куда неприятнее. А потом будет история Кыванча Татлытуга. Роскошная яхта, 1,5 миллиона евро, море, семья и решение, которое турецкая пресса связывает не с деньгами, а с тяжелыми воспоминаниями. Иногда человек расстается не с вещью. Он пытается расстаться с тем, что эта вещь ему напоминает. В этом выпуске будут неожиданные уходы, отмененные сезоны, слухи о возвращении Сылы Тюркоглу, новые пары, старые чувства и те самые детали, которые зритель часто замечает лучше журналистов. Оставайтесь до конца. Потому что ближе к середине выпуска будет самая напряженная история – Бурак Ощевид, Угур Гюнеш и роль, вокруг которой уже поднялась настоящая буря. Знаете, какой сигнал в турецких сериалах иногда тревожнее низких рейтингов и злой критики? Когда проект еще даже не вышел на экран, зритель не увидел ни одной сцены, а главный актер уже меняется. Именно это сейчас происходит с новым сериалом канала Now «Моя любовь. Черное море», в оригинале Севдеем Караденис. Название красивое, сильное, сразу с запахом моря, семейных тайн, старых обид и большой любви, без которой турецкая драма как кофе без сахара, пить можно, но сердце не просыпается. Сериал только готовится к новому сезону, а движение вокруг него уже началось. По данным турецкой прессы, главную женскую роль получила Аслыхан Мальбара. Ее многие знают, актриса с мягкой внешностью, но с характером в кадре. Такая героиня может молчать, а вы все равно понимаете, что внутри у нее целая буря. Ее персонажа зовут Зейшан Йениджели. А партнером Аслыхан должен был стать Эмре Бей. Ему отводилась роль Кузея Алазлы, судя по самому имени, не простой романтический красавец, а мужчина с корнями, с семьей, с прошлым и внутренним конфликтом. Согласитесь, звучит как классическая турецкая история: сильная девушка, непростой мужчина, черное море, любовь, которая точно не пойдет по ровной дороге. Только дорога у проекта начала петлять еще до старта. По информации профильных турецких источников, от 16 июня 2026 года Эмре Бей покинул сериал. И тут важно сказать и аккуратно, речь не о громком публичном конфликте. В прессе звучит формулировка, что актер расстался с проектом по взаимному соглашению с продюсерской стороной. Официально – рабочее решение, без обвинений и драматических заявлений на публику. Но давайте честно. Когда главный актер уходит еще до начала съемок, зритель имеет право насторожиться. Потому что в турецкой индустрии экранная пара – это половина успеха. Можно написать сильный сценарий, снять красивые пейзажи, подобрать дорогие костюмы, но если между героями нет той самой искры, все рассыпается. Вспомните, сколько сериалов держались именно на паре. Не на сюжете, не на интригах, а на том, как двое смотрят друг на друга. Один взгляд, и зритель все понял. Одна пауза, и в комнате становится жарче, хотя не сказано ни слова. Вот почему уход Эмре Бея не просто строка в новостях. Это вопрос: кто теперь станет партнером Аслыхан Мальбары? Найдут ли актера, с которым у нее будет настоящая химия? Сможет ли новый Кузей Алазлы войти в историю так, будто он там был с самого начала?
Сейчас, по сообщениям турецкой прессы, команда ищет нового исполнителя главной мужской роли. И кастинг становится ключевой точкой. Продюсерам нужно не просто красивое лицо, их в турецких сериалах хватает. Им нужен актер, который выдержит роль рядом со Асылхан, не потеряется в кадре и сразу даст зрителю ощущение: да, этому мужчине веришь. Потому что Черное море в турецких историях – это почти отдельный персонаж. Там всегда много гордости, семейных правил, резких характеров, старых ран и любви, которая не спрашивает разрешения. Главный герой здесь не может быть картонным принцем, только человеком с тяжестью за плечами. И мне интересно не только то, что Эмре Бей ушел. Интересно, почему именно сейчас, когда имя Асылхана уже прозвучало, когда канал Now готовит сезон. Такие замены редко проходят совсем незаметно. Но и торопиться с громкими выводами не стоит, официального заявления о скандале нет. Поэтому правильнее сказать так: Эмре Бей больше не заявлен как главный герой, а команда ищет нового кузея. Для зрителей это, с одной стороны, потеря. Многие уже представили себе эту пару. С другой – шанс. Иногда именно замена актера перед стартом спасает сериал. Бывает, на бумаге пара выглядит хорошо, а потом продюсеры понимают – не то. Не хватает энергии, не хватает напряжения, не хватает того, чтобы зритель сказал: вот за ними я буду следить. Сейчас у моей любви, Черного моря, именно такой момент, один выбор может решить очень многое. И когда зритель включит первую серию, уже зная, что роль переподбирали, он будет смотреть на нового исполнителя особенно пристально. Как он вошел? Как посмотрел на героиню? Есть ли притяжение? Пока ответов нет. Есть только факт: Эмре Бей покинул Севдеем Караденис, поиск продолжается, а внимание к сериалу из-за этого стало только выше. Забавно, иногда уход актера гасит интерес, а иногда, наоборот, заставляет всех смотреть пристальнее. Здесь второй случай. А дальше у нас история совсем другого характера. Там речь не о роли, не о контракте и не о кастинге. Там все гораздо личнее: дорогая яхта, море, воспоминания и решения, которые, если верить турецкой прессе, Кыванч Татлытук принял не головой, а сердцем. Бывает, что новость начинается с красивой детали: море, лето, белая яхта, спокойная вода. Кажется, сейчас будет обычная история из жизни звезды. Богатый актер продает дорогую вещь, ну и что? У знаменитостей так бывает постоянно. Только в случае с Кыванчем Татлытугом все звучит совсем иначе. Турецкая пресса 16 июня 2026 года написала, что актер выставил на продажу свою яхту Мазу-52 HTS стоимостью около 1,5 миллиона евро. На этой яхте, как сообщают издания, Кыванч проводил летние дни вместе с супругой Башак Дизер и сыном Куртом Эфи. Казалось бы, вещи счастливой семейной жизни, солнце, Эгейское море, редкие минуты тишины вдали от камер. Только причина продажи, если верить турецким источникам, не про деньги и не про каприз. Речь о воспоминаниях. По сообщениям прессы, яхта была связана с близким другом Кыванча, Халитом Юкаем, человеком, который тоже очень любил море. После трагического случая на воде актеру, как пишут журналисты, стало тяжело находиться на борту. Слишком много личного. Слишком много того, что не покажешь в интервью и не объяснишь красивой фразой. Скажу сразу аккуратно, сам Кыванч публично эту причину не подтверждал. Поэтому мы не имеем права говорить за него. Правильная формулировка такая: турецкая пресса связывает продажу яхты с тяжелыми воспоминаниями о друге. Но именно поэтому история и цепляет. Не потому, что яхта дорогая, дорогие вещи зрителю быстро надоедают. Цепляет другое: человек может иметь все – успех, семью, славу, деньги, а потом одна вещь вдруг становится не символом радости, а напоминанием о боли. Кыванча любят не только за внешность и роли. В нем всегда была внутренняя сдержанность. Он не из тех,
кто размахивает личной жизнью направо и налево. Поэтому такие новости вокруг него звучат особенно тихо, но попадают глубоко. Море в этой истории уже не выглядит как открытка. Оно становится местом памяти. А яхта не предметом роскоши, а вещью, с которой, возможно, нужно расстаться, чтобы стало легче дышать. И знаете, в этом есть что-то очень человеческое. Иногда мы держимся за предмет, пока не понимаем, что держимся не за него, а за то, что он напоминает. И вот после такой личной истории особенно резко звучит следующая новость. Там уже не один человек прощается с прошлым, там целый сериал, который ждали зрители, может остаться без будущего. Представьте, актеры готовятся, команда собирается, второй сезон почти на пороге, зрители ждут продолжения, а потом все просто останавливается. Без красивого финального жеста, без долгих объяснений. Планы отменены, и точь. Именно это, по данным турецкой прессы от 16 июня 2026 года, произошло с сериалом «Восьмая семья», в оригинале Секизинси Эйли. На бумаге проект выглядел очень вкусно. Во-первых, это первый совместный сериал супругов Хазал Кая и Али Атая, уже одно это для зрителей было событием. Во-вторых, за проектом стояли Нормал Фильм и 25 Фильм, а площадкой был Disney+. Речь шла не о маленькой пробе пера, а о крупной комедии с заметным составом. Второй сезон должен был расширить историю семьи Басмаджигель. Более того, к касту планировали добавить Шукран Авалы в роли Джейлан, дочери из семьи соперников. А когда в продолжении вводят сильную героиню из враждующей стороны, это почти всегда означает одно – впереди столкновение характеров, семейные счеты и много вкусных сцен. Только вмешалась проза индустрии. По сообщениям профильных источников, глобальное руководство Disney Plus не утвердило выросшие производственные расходы и гонорары актеров. Вот так просто. Ни рейтинги, ни скандал, ни творческий тупик, а деньги. И зрителю старой школы такие новости особенно обидно слышать. Потому что раньше мы чаще обсуждали, куда повернет сюжет, кто кого предаст, помирятся ли герои. А теперь все чаще решает бюджет. Сериал может быть жив, история может иметь продолжение, актеры готовы, а проект все равно ставят на паузу. Большого официального заявления от Disney Plus пока нет, поэтому подаем аккуратно. По данным турецкой прессы, второй сезон Секизинси Эйли отменен из-за роста расходов. И вот что важно, если вы любите именно такие разборы, без дешевых страшилок, где мы отделяем факты от слухов, поставьте лайк и подпишитесь. Это правда помогает каналу. А впереди будет еще горячее, потому что дальше речь пойдет уже не о бюджете, а о личной жизни, бывших отношениях и очень многозначительном тайминге. Не уходите, самое обсуждаемое только начинается. В турецком шоу-бизнесе иногда достаточно одного кадра, чтобы зрители обсуждали его целую неделю. Ни интервью, ни заявление, даже не признание. Просто человек сел в машину не один, интернет уже кипит. С Афрой Сарачоглу сейчас именно такая история. По сообщениям турецких медиа, актрису заметили в районе Бебик рядом с Пайразом Йосмаоглу. Камеры появились неожиданно, вопросы прозвучали сразу, но Афра не стала ничего объяснять. Она отвернулась, не устроила сцену для прессы и быстро уехала. На первый взгляд, ну что тут такого? Молодая женщина живет своей жизнью. Только Афра для зрителей давно не просто актриса. После ее громких проектов и обсуждаемых романов, любое появление рядом с мужчиной превращается в отдельную серию без сценаристов. А самое интересное началось в тот же период, когда Мерт Йезыджаглу показал романтический кадр с Зейнеп Артукмач. Зейнеп – внучка известной писательницы Гюльсерен Будай-Джаглу, и это добавило истории внимания. Поклонники сразу заметили, Афру обсуждают с Пайразом, Мерт показывает Зейнеп. Слишком красиво совпало, чтобы соцсети прошли мимо. И вот тут нужно держать голову холодной. Факт, Афру действительно обсуждали рядом с Пайразом,
а Мерт действительно оказался в повестке со своей новой спутницей. А вот разговоры о том, что кто-то кому-то что-то доказывает, это уже фантазия поклонников. Сами актеры мотивы не объясняли. Никто не сказал «это ответ бывший» или «это специально». Поэтому честнее говорить мягко, зрители увидели совпадение и начали строить версии. Мне эта история интересна не сплетней, а тем, как публика все еще держит в памяти старые пары. Люди вроде бы понимают, что жизнь идет дальше, но сердце все равно сравнивает, с кем она теперь, с кем он теперь, кто выглядит счастливее, кто первым отпустил прошлое. И знаете, что цепляет больше всего? Иногда новая глава человека обсуждается громче не потому, что она новая, а потому, что рядом все еще стоит тень старой. Афра молчит, Мерт показывает кадр, а зрители уже дописали целую драму за обоих. Без единого слова от самих героев. И вот эта привычка читать знаки там, где их прямо не показывают, ведет нас к следующей истории. Потому что дальше поклонники снова будут смотреть не на официальное заявление, а на маленькие детали, подписки, лайки, одно движение в соцсетях. И именно из этих мелочей сейчас раздувается один из самых обсуждаемых слухов сезона. После истории Афры и Мерта у нас снова тема, где поклонники следят не за заявлениями, а за крошечными знаками. Подписка, лайк, имя режиссера, одно движение в соцсетях, и вот сериал будто оживает заново. Речь о Сэле Тюркоглу и слухах о ее возможном возвращении в «Клюквенный щербет», оригинальное название «Кездесей Сербити». Сразу расставим все честно. На данный момент нет подтверждения ни от канала, ни от продюсеров, ни от самой актрисы, что Сыла возвращается в проект. Это не факт. Это слух, который активно набирает силу среди поклонников. Почему вообще заговорили? В фанатской среде обсуждают, что Сыла якобы снова подписалась на официальный аккаунт сериала и на режиссера Азгюра Севимли. Для фанатов это не мелочь. Когда актриса после ухода вдруг делает такие шаги, люди сразу спрашивают, неужели готовится возвращение? К этому добавили еще один слой – разговоры о том, что актриса якобы выдвинула руководству проекта условия, связанные с ситуацией вокруг Фейзы Джевелик. Подтверждений этому нет. Поэтому формулировать нужно очень осторожно. В фанатской среде обсуждают возможные условия, но официально никакие требования не объявлялись. Вот почему эта новость опасная и вкусная одновременно. Опасная, потому что легко сорваться в громкое «Сыла возвращается», хотя доказательств пока недостаточно. Вкусная, потому что зрители Кездесей Сербити до сих пор помнят ее героиню Догу и все эмоции вокруг ее ухода. Поэтому правильнее брать эту тему как наблюдение. Поклонники заметили признаки, пресса и соцсети обсуждают, но финального ответа пока нет. Для зрителей это почти сериал внутри сериала. Вернется ли героиня? Захотят ли авторы заново открыть эту дверь? И смогут ли сделать это так, чтобы не выглядело натянуто? Пока ясности нет. Зато есть ожидание. Ожидание в турецких сериалах иногда работает сильнее любой официальной новости. И вот теперь держитесь. Потому что дальше начинается самая горячая часть выпуска. Здесь уже не подписки и не намеки в соцсетях, здесь уход актера, перенос съемок, новое громкое имя и фраза, после которой стало очень тихо. Именно эту историю я просил вас не пропустить с самого начала. Самая напряженная история выпуска здесь. И горячая она не потому, что кто-то громко хлопнул дверью на камеру, а потому, что все случилось еще до старта съемок, а именно такие истории чаще всего оставляют после себя неприятный осадок. Сериал «Место, где восходит солнце», оригинальное название Геонзин Доду и Ер, готовит канал ATV. Производством занимается Teams &B Productions. Съемки планировали начать в Адане, но график сдвинулся. Сначала это выглядело как обычная рабочая задержка. А потом появилась новость: Угур Гюнеш покинул проект.
По данным турецкой прессы от 16 июня 2026 года, официальная причина звучит спокойно: стороны не договорились на этапе контракта. В индустрии такое бывает: договор, график, условия, деньги, творческие ожидания – все это может разойтись. Только почти сразу в повестке появилось имя Бурака Озчивита. Сообщалось, что он находится на стадии подписания контракта и может сыграть главного героя вместо Угура. Съемки, по тем же данным, перенесли на 25 июня 2026 года. Сама по себе эта история уже была бы громкой. Угур Гюнеш – актер с серьезной драматической энергией. Бурак Озчивит – имя, которое моментально поднимает градус внимания. Замена одного на другого – это не просто перестановка в расписании. Это новость, которую зрители будут разбирать с лупой в руках. А потом Угур публикует фразу о «кул-ак», о нарушенном человеческом праве, о моральном долге перед другим человеком. И вот тут, как говорится, в комнате стало тихо. Потому что такая фраза сразу после ухода из проекта звучит совсем не как случайная мудрость из интернета. И здесь крайне важно не перейти черту. Обвинять никого нельзя. У нас нет официального заявления, что роль забрали или что кто-то кого-то вытеснил. Бурак Озчивит не делал заявления о том, что занял чье-то место, а Угур Гюнеш прямо ни на кого не указал. Но сам выбор слов дал зрителям повод думать: за кулисами все могло быть куда болезненнее, чем сухая формулировка про контракт. И именно это превращает историю в настоящую загадку. С одной стороны, спокойная официальная версия. С другой – фраза, которая в турецкой культуре звучит очень тяжело и очень лично. Что между ними на самом деле, знают только участники. А зрителям остается то, что они умеют лучше всего – складывать детали и чувствовать, где за вежливыми словами прячется обида. Если вы досмотрели до этого момента, самого жаркого в выпуске, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Такие истории важно разбирать спокойно, без базарной пыли, и ваша поддержка помогает делать именно так. А впереди будет резкий контраст. После этой закулисной жары мы переходим к Ханде Эрчел, где вместо конфликтов – стиль, лето и красивая пауза перед финальными новостями. После закулисной жары вокруг Угура Гюнеша и Бурака Озчивита хочется на минуту открыть окно. Слишком много напряжения, слишком много недосказанности, слишком много вопросов, на которые пока никто из участников прямо не ответил. И на этом фоне новость о Ханде Эрчел звучит почти как глоток прохладного воздуха. Ханде снова появилась в компании Эна Качерн. На официальном сайте бренда есть раздел Хенд Эрсел Экс Эна Качерн и коллекция весна-лето 2026. Никаких драм, никаких внезапных уходов, никаких намеков в соцсетях. Просто актриса, мода и очень выверенная картинка. Казалось бы, легкая новость, на которой легко заскучать. Но именно в этой легкости и есть смысл. Зритель не может все время слушать только про конфликты, обиды и отмены. Иногда нужно дать глазам отдохнуть, а сердцу переключиться. И вот тут Ханде работает идеально. Потому что Ханде Эрчел давно умеет делать главное – быть интересной без скандала. В ней есть то, что обожают камеры – спокойная уверенность, женственность, дорогая простота. Она не выглядит так, будто пытается всем вокруг доказать, что она звезда. Она просто появляется в кадре, и внимание уже там, без единого громкого жеста. И знаете, что любопытно? В индустрии, где имя то и дело всплывает рядом со слухами, уходами и закулисными разборками, Ханде давно держит совсем другую линию. Ее обсуждают за образы, за съемки, за коллекции. Не за то, кто рядом сел в машину, и не за многозначительные фразы в соцсетях. Это, если хотите, отдельный навык – оставаться на виду и при этом не давать поводов для драмы. Для женской аудитории такая новость тоже важна. Не все должно быть про чужие разборки и тревожные намеки. Иногда хочется просто посмотреть на стиль, на летнюю коллекцию,
на то, как турецкие актрисы выходят за пределы сериалов и становятся лицами больших модных историй. Это другой тип успеха, не через роль, а через образ, который продается сам по себе. Конечно, как главная новость выпуска компания Anna Kachern была бы слабовата. Но как пауза после серьезной закулисной ситуации, это попадание в точку. Ханде словно говорит всей индустрии: можно спорить, можно менять актеров, можно отменять проекты, но красота и стиль все равно идут своим ходом и никого не ждут. И вот что забавно. Мы только что разбирали историю, где проект застрял из-за денег, и историю, где роль перешла от одного актера к другому. А здесь человек, у которого все ровно, все красиво и все под контролем. Контраст почти идеальный. После напряжения зрителю нужно именно такое спокойное дыхание, чтобы потом снова включиться. А дальше мы как раз снова вернемся к работе, но уже к хорошей, крепкой новости. Потому что пока одни сериалы теряют планы, спорят о контрактах и застревают из-за бюджета, есть проект, который никуда не торопится, ни с кем не ссорится и уверенно идет во второй сезон. И в нем есть деталь, которая делает его по-настоящему личным. На фоне отмен, переносов и неожиданных замен особенно приятно говорить о проекте, который не рассыпается, а спокойно продолжает движение. Без громких заголовков, без обид, без фанатских расследований по подпискам. Азан Акбаба приступил к работе над вторым сезоном сериала «Ученик», оригинальное название «Црак». По данным турецкой прессы, от 9 июня 2026 года уже прошла читка второго сезона, а съемки должны были стартовать 15 июня. И вот здесь появляется деталь, которая делает новость теплее. Первые серии планировали снимать в Карсе, родном городе Азана. Вот это уже не просто строчка из производственного плана. Когда актер возвращается в место, связанное с его личной историей, у проекта появляется дополнительная глубина. Даже если зритель об этом не знает, в кадре часто что-то такое все равно чувствуется. Человек не просто приехал на локацию отработать смену, он находится на своей земле, среди знакомых видов, в воздухе, который помнит с детства. Это не сыграешь специально, это просто есть. И Азан Акбаба в этом сериале важен не только как исполнитель главной роли. Он еще и пишет историю вместе с Биролом Тезджаном. А это всегда большой плюс. Когда актер участвует в создании текста, он совсем иначе чувствует персонажа. Не просто приходит на площадку, произносит реплики и уходит, а держит всю конструкцию изнутри, понимает, почему герой говорит именно так, почему молчит, почему поступает наперекор себе. Второй сезон «Црак» – хорошая новость именно потому, что она спокойная, рабочая и крепкая. В выпуске, где один актер уходит из проекта еще до старта, где целый сезон отменяют из-за денег, где роль переходит из рук в руки под фразу о моральном долге, такая стабильность звучит почти необычно. Команда собралась, провела читку, проект пошел дальше. Без драмы. И в этом его сила. Для поклонников Азана Акбабы это важный сигнал. Актер не исчезает после одного сезона, не бросает историю на полпути, не оставляет зрителя с открытым финалом и обидой. Он возвращается, и возвращается с большим объемом ответственности, ведь теперь на нем не только роль, но и сама история. Да, возможно, эта новость не взорвет сети так, как разбор вокруг Бурака и Угура, и не соберет столько версий, как слухи о Сели Тюркоглу. Но у нее есть другое достоинство – надежность. В мире, где сегодня сериал запускают, завтра отменяют, послезавтра меняют главного героя, такая предсказуемость уже сама по себе ценность. Зритель устал от качелей. Иногда хочется просто знать, что любимая история продолжится. Остается смотреть, каким получится второй сезон «Црак». И особенно интересно, насколько сильно Карс повлияет на атмосферу первых серий. Потому что место в турецких историях часто говорит не меньше самих героев, а оно задает настроение, температуру, характер всего, что произойдет на экране. А теперь, внимание, мы подошли к последней истории выпуска.
И завершим мы его не громом, не скандалом и не закулисной интригой, а новостью тихой, но очень человеческой. После всего, что мы сегодня разобрали, такая спокойная точка нужна особенно. Завершаем выпуск новостью тише всех остальных, но, пожалуй, самой человеческой. После замен, отмен, слухов и больших имен такая спокойная точка просто необходима. Речь о Джемри Байсель, актрисе сериала «Розы и грехи», оригинальное название Галр Ве Гунрлор. Она играет Зейнеп, а ее партнером по проекту стал Мурат Йылдырым. Сам сериал уже вызывает интерес, сильная пара, заметная разница в возрасте героев, семейная драма, крупные эмоции – все, что зритель так любит в турецких историях. Но сейчас внимание привлекла не столько роль Джемри, сколько ее ответ о личной жизни. В свежих развлекательных обсуждениях пересказывают ее спокойный ответ: сейчас, по этим сообщениям, у актрисы нет отношений, и она вполне довольна таким положением вещей. Сказать такое спокойно – это, между прочим, тоже позиция. Без жалости к себе, без попытки срочно доказать, что рядом обязательно должен кто-то быть. Просто «сейчас мне хорошо так». И все. Мне нравится такая подача. Потому что женщину в публичном пространстве слишком часто пытаются сразу определить через пару, с кем она, почему одна, кто рядом, когда же, наконец, новая любовь. А человек в этот момент может быть просто занят работой, собой, своим ритмом и своими планами. Это не драма. Это нормальная, здоровая жизнь. Для зрителей Джемри Байсель эта новость может прозвучать по-настоящему тепло. Она не строит из себя героиню большой личной трагедии, не делает громких признаний, не превращает простой ответ в спектакль для прессы. Она просто говорит спокойно, и в этом спокойствии есть достоинство, которого порой не хватает куда более громким историям. И посмотрите, какой получился сегодня путь. Один актер покидает новый проект еще до старта. Другой расстается с дорогой вещью, потому что она напоминает о близком человеке. Целый сезон отменяют не из-за сюжета, а из-за бюджета. Поклонники ищут знаки в подписках и случайных кадрах. Вокруг Кугура Гуниша и Бурака Озчивита кипят обсуждения, которые еще точно не закончены. А в самом конце – актриса, которая просто выбирает тишину, равновесие и собственный покой. Хороший контраст, чтобы выдохнуть. И вот теперь самое время поговорить с вами напрямую. Если вы были со мной до самого финала, значит, вы тоже любите не просто громкие заголовки, а настоящий человеческий разбор, где факт, где только слух, где красивая версия, а где пока рано делать выводы. И это лучшее, что может быть в таком формате. Обязательно напишите в комментариях, какая новость зацепила вас сильнее всего. История Угура Гуниша и Бурака Озчивита и эта многозначительная фраза о моральном долге. Возможное возвращение Сылы Тюркоглу в KZLCK Сербити. Новая глава Афры Сарачоглу и тот самый кадр Мирта. Или вас больше тронула история Кыванча Татлетуга и его решение расстаться с яхтой? Мне правда интересно читать ваше мнение, потому что часто именно в комментариях рождается самое живое обсуждение. Ставьте лайк, если выпуск был вам интересен, и подписывайтесь на канал «Любовь и мечта». Здесь мы и дальше будем следить за турецкими сериалами, любимыми актерами, красивыми парами, неожиданными уходами и теми закулисными историями, которые иногда оказываются не менее захватывающими, чем сами сериалы. Продолжение у многих сегодняшних тем точно будет, особенно у проекта с Бураком Озчивитом, слухов вокруг Сылы Тюркоглу и новой экранной пары для Слыхан Мальбары. Берегите себя, не теряйте любовь к хорошим историям, и до встречи в новом выпуске.